Всем привет! Сегодня на канале Мазес Нитин будем вязать костюмчик для малышей от 12 до 18 месяцев. В первой части мастер-класса вяжем двухсторонние штаники, которые можно носить как на лицевую, так и на изнаночную стороны. Крайнюю петельку на нити распускаем, чтобы получился небольшой хвостик. Отсчитываем 2 петли и третью продеваем в первую, четвертую во вторую. И снова в первую и во вторую. Так вяжем 13 пар петель. У нас получилась вот такая косичка. Пересчитаем все петельки, 2 последние складываем вместе и провязываем одной петлей с рабочей нити. И теперь последнюю оставшуюся петлю соединяем с первой. Следите за тем, чтобы косичка не перекрутилась. У нас получилось вот такое кольцо. Теперь за каждое верхнее ребрышко косички набираем петли с рабочей нити. В первую 1 петлю, во вторую 2. И так чередуем. 1 петлю, затем 2. В последнюю косичку провязываем 1 петлю. Всего мы набрали по кругу 20 петель. Приступаем к вязанию узора резинка. Первую петлю провязываем лицевой, продевая сзади наперед. Затем перекидываем рабочую нить и вторую петлю провязываем изнаночной, продеваем спереди назад. И так чередуем: лицевая, изнаночная. Довязали первый ряд. Во втором ряду все лицевые петли вяжем лицевыми, а изнаночные – изнаночными. Так вяжем узором резинка еще 3 ряда. Провязали 4 ряда узором резинка. И теперь, начиная с первой петельки, все 20 петель вяжем изнаночными. Таким образом, нам нужно провязать 4 ряда изнаночных петель. Провязали 4 ряда изнаночных петель. И теперь на уровне первой петельки одеваем маркер. Приступаем к прибавке петель. В первую петлю набираем сразу 2 с рабочей нити. Аналогичную прибавку делаем в 10-ю петлю с обратной стороны ножки. Все остальные петли провязываем изнаночными по одной. Дошли до 10-й петельки и продеваем сразу 2 петли с рабочей нити. Довязали ряд до конца, и у нас получилось всего 22 петли. Так, что тут у нас? Дорогие подписчики, не забудьте поставить лайк. Предлагаю прерваться на чашечку кофе.
Кстати, мне кажется, эта пряжа невероятно подходит к моим глазам. Для того, чтобы петельки не терялись и не перекручивались, захватите сразу несколько петель полотна, а нить перекиньте через руку, чтобы она всегда была перед вами. Теперь вяжем 2 ряда изнаночных петель без прибавок. Мы провязали 3 ряда по 22 петли. В первом прибавили петли, второй и третий провязали без прибавок. В четвертом ряду делаем такие же прибавки по краям ножки. Пятый и шестой провязываем без прибавок, уже 24 петли. Таким образом делаем прибавки, пока количество петель не увеличится до 28. Мы прибавляли 4 раза по 2 петли по краям в каждом третьем ряду. У нас получилось всего 12 рядов с прибавками. Количество петель увеличилось до 28. Теперь нам нужно провязать без прибавок еще 2 ряда. Когда первая ножка будет готова, аналогично вяжем вторую ножку штанишек. Почаще проверяйте изнаночную сторону вязания. Все петельки должны быть ровными, так как штаники у нас двухсторонние. Если вы заметили перекрученную петлю, не спешите распускать вязание. Аккуратно распускаем по одной петельке, спускаясь вниз к перекрученной петле. Ставим ее в нужное положение и возвращаемся назад, одевая одну петлю на другую. Важно знать, что с изнаночной стороны на лицевой глади будут слегка заметны места прибавления петель. Можно подшить выступающие петельки обычными ниточками для шитья в тон пряжи. Вот так выглядит изнаночная сторона вязания, а вот так лицевая. Мне лично нравятся обе, но пока полежу на этой. А вам какая нравится? Пишите нам в комментариях под этим видео. Все прочитаем, на все ответим. После того, как обе ножки будут связаны, кладем их ниточками друг к другу. Затем вымеряем середину каждой ножки. Если нужно, довязываем или распускаем петельку. Рабочую нить на правой ножке обрезаем. Последнюю петельку распускаем, чтобы получился небольшой хвостик, и прячем его на изнаночной стороне. В конце вязания все оставшиеся хвостики подшиваем с помощью обычных ниточек для шитья. Складываем вместе центральные петли обоих ножек и провязываем их изнаночной петлей с рабочей нити. Вот такое соединение у нас получилось. Дальше переходим на правую ножку и вяжем по кругу все петли изнаночными. Дошли до места соединения обеих ножек. Петлю с рабочей нити еще раз продеваем в 2 центральные петли, только в обратную сторону. После этого петельки подтягиваем. Переходим на левую ножку и все петельки вяжем по кругу изнаночными. Провязали первый круговой ряд. И теперь переходим на правую ножку. Первой провязываем первую петлю соединения. Остальные петли вяжем по кругу изнаночными.
При переходе на левую ножку провязываем первой вторую петлю соединения. Таким образом, первая петля соединения у нас ушла на правую ножку, а вторая на левую. Дальше все петли на левой ножке вяжем по кругу изнаночными. Довязали второй круговой ряд. У нас получилось всего 56 петель. И теперь нам нужно провязать по кругу еще 13 рядов. Кто это у нас тут такой? Штаники уже связали? Ого, как быстро! А у вас получается? Ставьте лайк! Если у вас закончилась ниточка, просто свяжите вместе концы обеих нитей, предварительно распустив последние петельки. Оставшиеся хвостики прячем на изнаночную сторону и подшиваем обычными ниточками для шитья. Провязали 15 рядов, и для удлинения задней части провязываем еще один ряд на спинке в обратную сторону. Переворачиваем вязание спинкой наверх и, провязывая еще один полуряд, движемся слева направо. Провязали дополнительный ряд на спинке, рабочую нить обрезаем, последнюю петельку распускаем. Переворачиваем штанишки спинкой к себе. Ниточка у нас оказывается справа. Приступаем к формированию пояса. Для этого берем первую петлю от рабочей нити и продеваем ее в соответствующую ей петлю на 3 ряда ниже. Туда же продеваем и хвостик. Аналогично продеваем остальные петли в точно соответствующие им отверстия. Продеваем петельки через каждые 2 ребрышка. После того, как продели вторую петлю на изнаночной стороне, петли закрываем, продевая одну в другую. Закрыли все петли спинки, кроме последних 3. Переходим на левую боковую часть штанишек, где у нас перепад в 2 ряда. 2 предпоследние петли спинки продеваем на ряд ниже предыдущих. Последнюю оставшуюся петлю продеваем еще на ряд ниже. Первую петлю переда продеваем соответствующую ей петлю на 3 ряда ниже. Для более плавного перехода сначала проденем ее в середину последней закрытой петли спинки. Все остальные петли переда продеваем в соответствующие им петли на 3 ряда ниже и закрываем. Осталась последняя петелька переда. Ее продеваем так же, как и все предыдущие, в соответствующую ей петлю на 3 ряда ниже и закрываем.
Оставшийся хвостик продеваем в середину последней закрытой петли, затем за оба ребрышка соседней петли. И снова возвращаем в середину последней закрытой петли. Теперь все петельки разравниваем, а хвостик аккуратно подшиваем обычными ниточками для шитья. Вот такие штаники у нас получились. Вытягиваем петли, разравнивая полотно. Теперь с помощью обычной булавки вставим в пояс резинку. Неодинаковую длину петель пояса по бокам штанишек можно скорректировать с помощью иголки и нитки. Ну вот и готовы наши штаники. Какие же они красивые. Малышу точно понравится. А резиночка какая. И манжетики красивые. И, кстати, с изнаночной стороны какая красота. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересных видео. В следующем мастер-классе мы с вами свяжем кофточку узором ромбы с отложным воротником и поделимся секретом, как незаметно и красиво вшить молнию.